прошлый раз я показывал 3 отличных рецепта скумбрии в аэрогриле. Сегодня продолжаем рыбную тему и во второй части серии готовим 3 вкусных и сочных блюда из хека в аэрогриле. Первые 2 рецепта это уже не быстрые повседневные блюда, а более изысканные, нарядные и эффектные варианты. Третий же рецепт простой и быстрый. Начнем с тарина из хека с начинкой из яйца и грибов. Этот рецепт я особенно рекомендую тем, кто любит фаршированную рыбу. Только готовится все намного проще, а результатом вы будете приятно удивлены. Блюдо получается очень красивым, праздничным, нежным, сочным и, поверьте, очень вкусным. Обращаю ваше внимание, списки всех необходимых ингредиентов будут появляться в процессе видео, а также будут указаны в описании. Итак, начнем с начинки. Лук и грибы нарезаем небольшим кубиком и обжариваем. В процессе приготовления необходимо добавить немного воды, сливочное масло или маргарин, а также на это количество грибов и лука 2 лавровых листика и по 2/3 чайной ложки соли, черного молотого перца и сухого чеснока. Затем берем 2 яйца, взбиваем их вилкой, выливаем на сковороду и готовим яичный блин. На готовый блин выкладываем часть грибов, примерно половину, добавляем ломтик огурца и сворачиваем рулетом. Тарина у меня будет 2, поэтому блин делим пополам. Теперь приступим к фаршу. Лук перемалываем в измельчителе и отжимаем сок. Подготовленное филе рыбы также измельчаем в измельчителе. В фарш добавляем сметану, мелко нарезанную зелень, лук и петрушку, 2 яйца, отжатый репчатый лук, панировочные сухари. Это примерно 80-90 грамм. Добавляем соль и специи. Затем высыпаем оставшиеся грибы и все хорошо перемешиваем. Фарш желательно оставить минимум на час, чтобы он немного промариновался. Берем формы, у меня силиконовые, смазываем их подсолнечным маслом. Выкладываем нижний слой фарша, хорошо уплотняем. Сверху кладем начинку, затем снова слой фарша. Верх также смазываем растительным маслом. Отправляем в печь на 170 градусов Цельсия 23-24 минуты. Как видно по термометру, тарин приготовился. Оставляем его остывать на кухне, затем отправляем в холодильник. Разрезать я его буду уже на следующий день. Как видно, нарезается он отлично, а результат вас действительно порадует. Получается очень красивое и вкусное блюдо. Следующий рецепт – сочная и очень вкусная рыбная запеканка с грибами, сыром и сметаной. Это блюдо отлично подойдет как для семейного обеда или ужина, так и для праздничного стола. И напоминаю, списки всех ингредиентов будут в процессе видео и в описании. Начинаем. Филируем рыбу, убираем все лишнее. Подготовленное филе подсаливаем, перчим и немного посыпаем сухим тимьяном. Филе сворачиваем в рулеты и скрепляем деревянной шпажкой, пока отставляем их в сторону. Грибы и лук нарезаем небольшими кубиками и обжариваем в небольшом количестве подсолнечного масла. В процессе приготовления обязательно добавьте немного воды, а в конце приготовления добавьте соль и специи, а также сливочное масло. Если его нет, замените его маргарином. Теперь приготовим заливку. В глубокую емкость разбиваем 2 яйца, добавляем сметану, муку, натертый сыр. Затем доливаем немного воды. Добавляем соль и специи и все хорошо перемешиваем. После этого в смесь добавляем грибы вместе с растопленным сливочным маслом или маргарином и снова перемешиваем. Заливка готова. Формочки смазываем подсолнечным маслом и выкладываем рулетики. Сверху рулетики также смазываем подсолнечным маслом. Отправляем рыбу в печь на 180 градусов Цельсия 7 минут. Через 7 минут рулеты заливаем подготовленной смесью и отправляем допекаться уже в другом режиме 170 градусов Цельсия 12 минут. Время вышло, проверим термометром. Как видно, температура внутри запеканки 71 градус Цельсия. Все приготовилось. Оставляем блюдо остывать на кухне. Запеканка получается очень нежной, вкусной и сочной. Ее можно подавать как в теплом, так и в холодном виде, с рисом, отварным картофелем или как самостоятельное блюдо. Наконец переходим к третьему рецепту – рыбным палочкам. Измельчаем 200 грамм лука удобным способом – на терке или в блендере. Добавляем в него перец, соль и розмарин. Доливаем немного воды, чтобы получилась вот такая смесь.
Выкладываем к этой смеси рыбу и оставляем мариноваться минимум на 1 час, а лучше дольше. Муку, яйца и панировку по вкусу подсаливаем. Яйца взбалтываем вилкой или венчиком. Затем кусочки рыбы по очереди обваливаем в муке, опускаем в кляр, затем обваливаем в панировочных сухарях. В чаше аэрогриля силиконовый коврик, а если его нет, пергамент, необходимо смазать растительным маслом. Кусочки рыбы также слегка сбрызгиваем растительным маслом. Запекаем при 180 градусах 10 минут. Напишите в комментариях, какой вариант приготовления рыбы вам понравился больше. А если видео было полезным, буду рад вашей подписке.